Всем привет, вы на канале Польза.нет Live, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, вы наблюдаете за обзором iPhone 15 Pro одним кадром. Притом на iPhone 15 Pro Max и на iPhone 15 обзор одним кадром уже на Live-канале есть. Можете посмотреть, как их основные модули справлялись с данным действием. Это iPhone 13 Pro Max на обзор 15 Pro. Завтра я буду сравнивать его как раз с ним. И что я могу сказать в первую очередь в самом начале. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, поставить лайк и написать, чтобы я продолжал эти банкеты, потому что, повторяюсь, я не только радую вас тем, что вы видите в одних и тех же условиях, с одним и тем же персонажем, с одним и тем же освещением и цветами основные камеры, но помимо этого вы еще имеете возможность узнать, сколько весит файлы. Я вам, разумеется, в прикрепе напишу. И сравнить устройства все рядом. То есть у меня, уже не знаю, таких быстрых обзоров штук 20. Последний был Honor 90. И это, конечно, лютейший оверпрайс, но мы не будем о нем, мы будем о том, что не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, там много всего полезного всегда. Телеграм-канал взаимопомощи, нас там 15 тысяч человек, и мой личный телеграм-канал, где, кстати, вы можете наблюдать много кружочков с разных девайсов. И да, даже если ты в телеге записываешь кружочек, он не всегда одинаковый. Переходим к iPhone 15 Pro. Я приобрел всю линейку, кроме 15 плюса. Почему? Потому что я купил 14 плюс и до сих пор на него не сделал обзора, еще на 14 Pro Max, еще на многие айфоны. Я просто знал, что меня хватит, наверное, только на 3, и надо старые освоить. Сейчас вы видите, как iPhone снимает на основной модуль в 4К 60 FPS. Разумеется, есть оптостап и все остальное. И я очень часто в таких обзорах говорю, что на заборе много пишут. Не факт, что та же оптическая стабилизация вам даст лучшую картинку, чем цифровая. Мы это видели когда-то давным-давно в OnePlus 9, когда у нас была цифровая стабилизация лучше, чем оптическая, чем у 9 Pro, пока там прошивки мы не доломали все. И очень часто мы видим из разряда, вот вчера был Honor 90, и у него без цифровой стабилизации все было довольно, даже, точнее, без оптической, довольно неплохо. Если говорить про iPhone 15 Pro, первое, с чего я хочу начать, рассказ про то, что вся эта история с покупкой и очередями, в моем понимании, сколько я в этом деле не участвовал, это профанация. То есть, когда я его покупал, я уже рассказывал, что я 4 часа стоял просто в очереди по предзаказу. Они оформляли 40 человек в течение 6 часов и потом 300 человек в течение 20 минут. Все это было для того, чтобы наделать фотографии, наделать шума, и, разумеется, это все реклама. Но переходим к следующему моменту по поводу целесообразности приобретения данного продукта. Начнем с того, что они, разумеется, постепенно добавляют какие-то фишки, благодаря которым у нас есть возможность их приобретать, эти устройства. Все равно он заряжается 2 часа. Это единственный смарт из всей линейки, который у меня на штатной зарядке от iPhone на 20 Вт, притом даже не на 27, перегревался на 80%. Он сказал мне: Александр, я самый неудачный. И вот сейчас вы видите, как он может переходить на ультраширик. Основной модуль X2 и телевик X3. Напоминаю, что в iPhone 15 Pro Max у нас телевик X5. X5, и многие это дело ругают. Почему? Потому что чаще всего фотографируют народ в портретах в режиме X3. Но не будем о грустном. Будем о хорошем. 2 часа он заряжается. Есть у него эта ультрадолгая беспроводная зарядка. Если он у вас будет перегреваться, то он может заряжаться и 2,5 часа, и дольше. Но вот так. По поводу игр. Мы уже сегодня гоняли в Твиче его. По какой-то неясной мне причине он автоматом выставляет 720p качество при гигабитном интернете. Это печально, потому что другие смартфоны на андроиде в Твиче имеют больше расширенных возможностей. То есть ты можешь сначала разговаривать, потом переключаться на игру, потом играть, потом переключаться на Twitch. То есть не все программы работают идеально на яблоке. И второй момент — это то, что он сам определяет автоматически, что мощи без перегрева этому устройству достаточно только для стрима в 720p. Это как очень даже унизительно. Андроиды за $150 могут в 1080p 30 fps стримить, а это дело не может. Опять же может, но программно это все дело задушено, и мне кажется, что вряд ли будет
не задушено. Если говорить про поедает, в игре он съел у меня, получается, 30% заряда. Я еще сделаю шортс, я делаю уже на IQ Z8 и еще на какой-то смартфон, где я час играю и замеряю яркость и показываю вам разряд, чтобы вы не смотрели целый час на Твиче, и плюс еще без Твича, разумеется, посмотреть, что он может. Так вот, этот смарт, если говорить про Twitch и сброс яркости, в отличие от iPhone 15 Pro Max, не сбросил до 250 люксов, и у него были довольно комфортные 480 люксов, с ними играть нормально. То есть 50 минут он, плюс до этого стримил, вывез довольно адекватные цифры. Это прям хорошо. Если говорить про его особенности в плане игр, мне не нравится его тач. Почему? У него тач на 5 пальцев, ложных нажатий просто космос. 90 FPS он особо не держал, но сейчас вы мне скажете: Саня, но этот смартфон не про игры. Окей, будем считать, что на яблоке играть нельзя, но на 15 Pro, конечно, можно. На 15 Pro Max нет, потому что 250 люксов это вообще ни о чем, это очень некомфортно для игры. Если говорить, кстати, ему сегодня повезло, вообще не солнечно, про его способности к тачу. Мне не нравится, как работает тач вообще на всех айфонах. Либо я заелся андроидами, флагманами. И здесь дело не в 10-пальцевом или 5-пальцевом. Многие мне пишут, вот там лок на 5 пальцев у яблок. И, Саня, а зачем тебе не 5 пальцев? Ну, во-первых, я говорю, сценариев использования просто море. Начиная от имитации пианино, драм-н-бейса какого-нибудь. И заканчивая игрой в PUBG в 6 пальцев и не только PUBG. А у тебя лок на 5 пальцев в смартфоне за 1300, 1400, 1500 долларов, 900 долларов. Ну это какая-то дичь в 2023 году. Если говорить про яркость, она здесь самая крутая. Но нужно не забывать отрубать автояркости, тогда у него будет яркость 1400 люксов, а не 700, как в Poco F5. Это никакой не лайфхак, это не пиковая яркость, там 2600, я даже не знаю, сколько у него пиковая, это не важно, потому что 1400 люксов даже на максимально яркой погоде вам абсолютно бесконечно хватит. Вопрос, сколько он будет сбрасывать все это дело. Кстати, я протестировал еще iPhone 15 Pro Max, кому будет данная инфа интересна, 20% он поедает за 2 часа в режиме GPS. То есть ты берешь смарт, отслеживаешь, куда едешь, даже на солнце, 20%, час, 10, иногда даже, кстати, 16%. То есть все зависит от температуры окружающей. Если сильно высокая, то тогда все плохо. Если не слишком высокая, то, в принципе, 16% он ест. Очень даже удобно. Яркость у меня, кстати, он не сбрасывал в этом сценарии использования. Странно, как говорится, но факт. Если говорить про зарядку, повторяюсь, что он перегревался, повторяюсь, что здесь есть Type-C, повторяюсь, что есть беспроводная зарядка. Все это безумно медленно, все это безумно долго. И еще и с возможным перегревом даже на новой прошивке. Новая прошивка 17.03. К слову, у меня товарищи приобретали данное устройство вместе со мной в магазине, и у них намного больше проблем с перегревом, чем у меня. То есть у меня что 15, что 15 Pro, что 15 Pro Max проблем с перегревом не имел. Прям таких конкретных. У них они прям грелись просто ни с того ни с сего ночью на зарядке. И это как раз подтверждает то, что, скорее всего, есть не программный, а аппаратный какой-то брак. Но у меня ужасно работают сенсоры. Притом на всех айфонах. Опять же, по сравнению с флагманами, которые я тестировал. Если говорить о съемке, она как была супер-мега крутой. Вот смотрите, основной модуль так и осталась. То есть, если мы берем, допустим, телевик X2 Crop, основной модуль, ультраширик, все прямо супер, прямо супер. И плюс в 15 Pro Max можно делать X25, здесь X9, но тоже очень даже крутые. По поводу стабилизации то же самое. И мне, правда, писали, что у меня пластилиновое лицо на 15 Pro Max, но там было и освещение подобное. Сейчас, кстати, правда, ну слишком ему хорошо. Может быть, я и правда повторю через недельки 3 данный тест, когда будет очень сильно ярко и когда выкатят, может быть, еще какую-то новую прошивку.
По поводу, кстати, ношения смартфонов без чехлов. Не рекомендую. Почему рекомендую использовать это дело, если вы проживаете в Европе или где есть Apple Care? Потому что $45 и у вас меняется задник. В рублях это 4500 рублей. Где вы в Москве, допустим, поменяете задник за 4500 рублей? К слову, у меня в Москве у братьев ремонтные мастерские. И в описании, если кому-то надо будет. Хотя я уже месяц говорю, в принципе, никому не надо. Это хорошо. По промокоду «Польза» можете 5% у них получить, Дима и Женя. Но рассказ не про ремонт, а рассказ про то, что как раз если на территории России с ремонтами все плохо, и тогда тебя должно парить, что у 14 беспокоить, у 14 Pro Max, извините за мой французский, все разбивается намного быстрее и проще, чем у iPhone 15 Pro Max. То есть, если у iPhone 15 Pro Max раздалбывать его задник проще. Ну, во-первых, вы не будете его раздалбывать, во-вторых, нежелательно. Во-вторых, если вы будете носить его без чехла, он будет выглядеть ужасно. И в-третьих, мало того, что он будет выглядеть ужасно без чехла, так вы еще и убьете его экран. Ну, в общем, это все будет дорого и бесполезно. Если у вас нет Apple Care и дешевого ремонта, это делать не стоит. Я купил UAG-шные чехлы под все айфоны, и мне абсолютно все равно, что дроп-тест на 15 Pro Max, который вы не будете делать, 15 Pro Max проходит хуже, чем 14 Pro Max. Ну, какое это имеет отношение? По поводу поломать его, у меня нет там четверть миллиона там и 150 тысяч рублей, как у крупных блогеров, для того, чтобы тестировать. Но я его пытался гнуть, не гнется он просто. Я не знаю, для кого он просто гнется. Ну, как бы, если у тебя сильно очень пальцы, то можешь вообще что угодно. Народ гнет там и подковы. И нет ощущения, что он хрупкий, вообще никак. Опять же, я его не защищаю. То есть, обычно к этому моменту, если вы досмотрели, уже 12 минут, я прихожу к тому, что, повторяюсь, если у вас есть... я вот взрослый дядя, мне почти 40, 39 лет. И у меня всегда была политика простая, так как есть и семья, и дети. И у тебя есть месячный доход, месяц, раз в год выпускается iPhone. У тебя есть месячный доход. Если ты после оплаты всего и вся, и вот месяц ты прожил, остается сумма, равная смартфону, ты покупаешь этот смартфон. Если у вас остается там 150 тысяч рублей, отлично. Почему? Потому что, опять же, вы через год можете его продать, плюс-минус, там, не знаю, за сотку, и также 50 докинуть. И это не говорит о том, что я говорю, что один месячный доход нужно тратить на телефон. Это бред. На iPhone стоимость старого iPhone компенсирует стоимость нового, и вам покупать его один раз в году. Я очень часто повторяю, что как бы я не хейтил эту штуку, то есть выбивает он 1,5 миллиона баллов, в Antutu греется, тач мне не нравится, еще что-то. Мне он нужен для камеры. Проблемы с банковскими приложениями, которые вы один черт, кстати, можете установить. Гипотетическая возможность блокировки, которую нам BBK и так с Realme вместе с OnePlus устраивали уже, спасибо. Как говорят, а вы покупаете, а потом посылаете в Москву, а там вам будут их разблокировать. Но это сюр. Яблоки пока так не делали. Так вот, несмотря на это все, когда ты покупаешь Android устройство, флагманы я покупаю андроидов 2-3 раза в год одного и того же бренда. Это сюр. То есть ты только купил какой-то флагман, и через 4 месяца тип такой, а это не флагман, это вообще уже шлагоблок, это суббренд. Это субфлагман, потому что уже процессоры еще новые, и вот они реально выкатывают по 2-3 флагмана в год. И вот эта разница в стоимости, когда ты покупаешь там за $900 iPhone 15 Pro Max, или сколько он там, 1000, я уже, если честно, не помню, но это не важно, даже если $1000. Xiaomi за сколько у нас выгоняли Xiaomi 13 а-ля флагман? Сколько они изначально? 900 евро потребовали? У них какой-то вообще ценник был космический. Или Huawei с их процессорами, которые на 4 года отстают от того, что сейчас вообще производится. Про ценообразование не будем. Я не защищаю яблоко, я просто пытаюсь объяснить, что когда ты покупаешь смарт на 1 год и потом имеешь возможность его без проблем продать, попробуйте Xiaomi 12 Pro продать сейчас. Или Xiaomi 11 Ultra в долларовом эквиваленте. Это будет печальная история, особенно если Xiaomi 11 Ultra вы покупали не на низком курсе, а на самом начале, когда он там стоил 1000... Я даже не помню, я его покупал, по-моему, за 100 и продал на 1015 дешевле, а сейчас, за 100 ты его не продашь, ты его и за 50 ты не продашь.
И iPhone 14, я думаю, ты не сильно потеряешь в рублях. Мне это кажется. Но это не важно. Важно то, что я пытаюсь донести мысль, что хорошо, когда производитель выпускает флагманы одну линейку раз в год. Понятно, Xiaomi идет сейчас по пути уменьшения количества линейки устройств. Я очень надеюсь, что они к этому придут, потому что это тоже в каком-то смысле, с одной стороны, расширяет количество людей, которые покупают эти устройства, а с другой стороны, это убивает маркетинговую составляющую в плане как вот флагман. Вот флагманов слишком у них много, и народ путается. Если у Яблока все просто, ты либо безумен и покупаешь iPhone 15 с 60 герцами экрана, и такой, у меня новый iPhone, это за гранью моего понимания. 2023, это не сюр, это за даже с сюром, это где-то вот просто непонятно где. 15 Pro, который 2 часа заряжается и перегревается на зарядке при 80%, но ты это дело скинуть потом можешь. Притом за плюс-минус те же деньги. Если говорить про, кстати, вот люди, которые купили здесь 15 Pro, уже уехали туда. Мало того, что они еще получили ВАТ, это когда там 7% с стоимости товара налога возвращаются, так еще и сразу старые продали яблоки. Любят их, девочки любят, не знаю, там, я не знаю, кто их любит, потому что я покупал Huawei, пока, повторяюсь, у них не умерли гуглы. Вот. И в целом, если говорить про проц, круто, что у них появятся игрушки, потому что если они перенесут мобильный гейминг, на мобильный гейминг такие игры, как они обещают, я уже говорил, я и кулеры куплю, я и повешу вообще все, потому что это вообще другой уровень устройств. Если говорить про 15 Pro, не хватает киноэффектов 4К 60 FPS, 4К 30 FPS, я надеялся на 60 FPS. Классно, что появилась возможность переходить на ультраширик с основного модуля в 4К 60 FPS. Нереально классно, если появится Vision, я побегу также за $3000 его покупать, а это дело уже может под него снимать объемное видео. И я уверен, оно делать будет его классно, потому что если Яблоко что-то делает, оно делает. По поводу ProRes съемки есть уже миллионы просто с примеров съемок в интернете наших блогеров и не только, которые показывают, что эта камера уже снимает как камера. Если говорить про 120 мм и фото, допустим, вот этого объекта с моего Кондо, то я вам скажу, что Яблоко за счет алгоритмов X25 лучше фотографирует, чем за $500 000 Sony FX3 вместе с разной оптикой. Я понимаю, что вы сейчас скажете, но если вот там будешь вглядываться и тут, в общем, все, да неважно это все, когда у тебя ощущение визуальное, что это дело лучше и мобильнее. Вот. И в целом, для чего вы меня смотрели? Для того, чтобы увидеть и услышать, как работает направленный микрофон, как работает основной модуль. Для того, чтобы увидеть, как он у меня передает цвет кожи, мне скажут, там пластилиновое, желтое, еще что-то. Но напоминаю, что аппарат сырой, его только выпустили. Вспоминайте, андроиды вообще почти не работают. К яблокам сейчас, к новым, у меня претензии Tuliart, если не сказать Экваделион, потому что у меня даже телега на них нормально не работает. То есть я не могу в Телеграме сфотографировать какую-нибудь вещь и выложить. У меня вылетает камера на iPhone 15 Pro Max. То есть я могу сейчас слюной обрызгаться и рассказать какой-то хлам. Но лучше камеры я не встречал. Я снимаю на камеру. У меня уже, по-моему, там 107 миллионов просмотров на основном канале на YouTube. И половина из этого снята на Яблоке. И будет снято на Яблоке, пока они снимают лучше всех, пока они снимают стабильнее всех по температуре, по больнице. Минусов просто Tuliart, их становится почему-то больше, а не меньше. Хорошо, Type-C добавили. И все. Наверное, и все. Бесит тач, конкретный минус. Конкретный минус перегрев. Не у меня, но по отзывам он, и у меня тоже при зарядке. Именно на 15 Pro, на 15 Pro Max нет. Сброс яркости на 15 Pro Max, на 15 Pro не такой сильный сброс, 480 люксов, это норм для игры. Ну и в целом, это все, что я могу сказать в обзоре одним кадром. Я думаю, что вам это было полезно. Возможно, я его повторю. Напоминаю, что с вас лайк и комментарий. Саня, продолжай какой-нибудь простой, не надо меня сильно перебодрять. Но
я должен знать, что вам это дело полезно. Потому что здесь, еще раз повторяюсь, даже не важна информация, которую я вам даю. У вас, разумеется, другой взгляд на вещи. Может, у вас там десятки миллионов доход. Я повторяюсь, что я бы никогда никому не советовал покупать смарт, если это, ну, кредитные деньги, это вообще бред. Это просто бред. Ты можешь за $200 купить смартфон абсолютно адекватный. Смысл понтоваться то, чего у тебя нет. То есть, если у тебя, ну, нет денег на яблоко, да и черт с ним. У меня там нет денег на Lamborghini, на Maserati. Это не статус. Это не статус. То есть, если это средство производства, у блогеров это средство производства. Если ты там живешь в смартфоне и работаешь с него, я говорю, ты меняешь их просто и смотришь сальдо каждый год. Раз в год поменять есть возможность. Во всех остальных случаях просыпайтесь, и кроме маркетинга здесь ничего нет, кроме суперкамеры здесь нет ничего. Опять же, есть камеры лучше по фото, есть камеры лучше по телевику, есть камеры лучше по ультраширику, GoPro любая. И вот так я могу просто суммарно устройство, в котором именно по камерам будет такой же автофокус, такой же стаб и такая же стабильность работы, в моей практике отсутствует. А я, кроме Sonic, которые покупают для того, чтобы продать в 2 раза дешевле людям, которые рассказывают, что Sony лучше всех. Они же не покупают за полную стоимость, они просто рассказывают, что Sony лучше всех. Вот. Я покупаю, в принципе, все. Ну, там шарпы какие-нибудь не покупаю, ладно. Я не знаю, что это за устройство. Да у меня и времени нет. У меня на айфоны на все времени нет рассказать. Напоминаю, что все вот эти 21 минута, это просто, это рекорд. Какой-то быстрый обзор перешел не в быстрый обзор. Классный смарт, а-ля титановый корпус, который всегда заляпан. Всегда у тебя ощущение, как будто это бэушная штука. Но он легкий, 180 с лишним граммов, это удобно. А в руке лежит классно, как компакт, хотя это не компакт. И, надеюсь, они допилят ПО, потому что пока то, что я использую, для меня это просто и с камерой, и с телегой, и со всей остальной лабутенью какая-то беда. Такое ощущение, что у них все индийские программисты, которые для них копают, сказали, все, мы теперь у вас не работаем, в общем. Мы делаем Realme, опа, и остальные плюшки, а вы идите лесом. И яблоки такие, ну, мы хотя бы выгрузим титан вам. Спасибо, хороший титан. Всем добра, ставим лайк. Подписываемся на канал с колоколом, подписываемся на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Отличного дня!